Привет! В этом видео поговорим о симптомах панической атаки. Разберем самые часто встречаемые симптомы. Поэтому погнали! Первое, о чем хотелось бы сказать, это о том, что те люди, которые испытывали на себе приступы панической атаки, они уже знают, когда с ними это произойдет. Это выражается в таком термине, как дурнота. Ну, люди так описывают это. Но вообще это ощущение такой какой-то общей слабости, общего недомогания в организме, в теле. И вот это уже говорит о том, что приближается приступ панической атаки. Начинается, и он с каждым, там, так сказать, с каждой секунды усиливается. Следующий симптом, который испытывает человек, это растущая, то есть тревога. То есть растущая тревога, беспокойство, ну, в общем, это все градации страха. И появляется такой животный страх и ужас. И страха, конечно, не нужно пугаться, если это происходит, ну, в какой-то ситуации здоровой. То есть, если, например, едет автомобиль, вы вышли на дорогу, то у вас возникает страх, он вас защищает, вы отпрыгиваете обратно. А здесь это не поддается никакому объяснению, потому что вроде бы все вокруг вас спокойно, но этот страх внутри усиливается, и он преобразуется в такой животный страх и ужас. И следующий логичный симптом, который человек испытывает, это онемение в конечностях, то есть в руках, в ногах, где-то в теле начинаются такие неприятные ощущения, как покалывание, онемение. Тело становится ватным. И это логичная, то есть реакция организма на страх. Следующий симптом, который можно здесь описать и сказать, это артериальная гипертензия, то есть это повышается ваше давление. То есть страх вырабатывает такие, ну то есть само чувство страха, оно ничего не вырабатывает, то есть идет сигнал мозгу, мозг вырабатывает такие гормоны, как адреналин, норадреналин, что в свою очередь повышает артериальное давление повышается и начинается сокращение мышечной системы, то есть мышцы ваши напрягаются. То есть это нормальная реакция «стой, либо беги». Ну, то есть либо дерись, либо беги. Это вот такой частый симптом, который испытывают люди, страдающие паническими атаками. Это вот скачки артериального давления. Следующий симптом – это учащенное сердцебиение, то есть учащенный пульс. После этого у таких людей уже начинается на фоне тревоги, ну то есть беспокойства о своем состоянии, о своем здоровье, такое ипохондрическая мания, как постоянно отслеживать свой пульс, свое сердцебиение, свое артериальное давление. То есть те люди, которые испытывают это, они, наверное, постоянно не испытывают, а постоянно занимаются измерением своего артериального давления. И такое вот, так сказать, фобическое пристрастие к постоянному измерению своего артериального давления приводит к кардионеврозу. То есть человек боится умереть от инфаркта либо от инсульта. И, конечно, формирует и закрепляет в себе такое расстройство психическое, как ипохондрия. К следующим симптомам в момент панической атаки, конечно же, можно отнести тошноту. Человек испытывает, то есть понятно, что происходит повышение артериального давления, и в этот момент организм пытается освободиться от ненужного груза в теле. И повышается давление, то есть внутри тела, и приводит к таким неприятным симптомам и ощущениям, как тошнота. У некоторых во время приступа панической атаки происходит, ну, то есть происходит рвота. К следующему симптому можно отнести это предобморочное состояние и головокружение. Здесь точно так же, что организм напряжен в этот момент, и приступ панической атаки, когда происходит вот это вот выделение в большом количестве адреналина, то есть такая реакция, как бей или беги, происходит головокружение. А вы находитесь в этот момент где-то там, сидя, стоя, где-то идете на улице, соответственно, испытываете головокружение. Потому что ситуация спокойная, вас всего трясет, вы все полностью напряжены, но не можете понять, из-за чего это происходит. Организм, точнее, работает, и происходит головокружение. Но на самом деле там как такового головокружения сильного нету. То есть это такое ощущение, что голова как будто бы кружится. Хотя происходит просто дезориентация в пространстве. И ваше внимание, оно рассеивается, и вы не можете сфокусироваться ни на одной, то есть точке, ну, захватить какую-то точку и угол обзора. Нехватка воздуха.
То есть человек в моменты приступа панической атаки очень много вдыхает, но забывает выдыхать воздух. И это приводит к гипервентиляции легких. То есть вы постоянно от страха, ну то есть это логичная реакция организма на страх. Когда вам страшно, вы вдыхаете, но выдыхать почему-то забываете. Поэтому вот такая есть... Почему вот, например, если показывают где-то в кино, в жизни, что когда человек чем-то расстроен, у него сильный стресс, то просят принести стакан воды. Вода сама по себе не успокаивает. Именно вот когда вы пьете воду, вы не дышите в этот момент. То есть вы пьете и выдыхаете излишки воздуха. И это нормализует ваше артериальное давление. Организм приходит в такой некий гомеостаз, и человек успокаивается. То есть уровень стресса понижается. Вот, поэтому такой симптом, как нехватка воздуха, трудность вдоха или выдоха, это все симптом гипервентиляции. Следующее, что происходит, такой симптом, это деперсонализация. То есть это ощущение, что я как будто бы не принадлежу своему телу или как будто бы тело не принадлежит мне. То есть такое ощущение, что ваше тело это не ваше тело, и вы вообще непонятно где находитесь. За этим же симптомом, ну точнее даже с этим же симптомом происходит дереализация. Это ощущение, что ваше пространство, ну то есть где вы находитесь, как будто бы начинает, так сказать, гулять. То есть как будто оно просто нереальное. Ну так кажется, что нереальность какого-то пространства и вообще происходящего вокруг вас. Симптом такой, как страх сойти с ума. Потому что в момент панической атаки, приступа самого, конечно, что происходят такие симптомы. Появляется дереализация, деперсонализация, то есть нехватка воздуха, гипервентиляция, ну и все повышение давления. У человека происходит спутанность, так сказать, сознания. И ему кажется, что он сходит с ума, что мысли как будто бы и не его, все действия, которые он делает, как будто бы не его также, и он испытывает этот страх. В такие моменты происходит спутанность мыслей и страх сделать что-то плохое с собой. То есть, если вы где-то находитесь на балконе, то вам страшно там находиться, вы пытаетесь, ну, то есть такие люди пытаются уйти куда-то в защищенное место, потому что кажется, что тело не мое, и я могу что-то с собой сделать или навредить самому себе. Если, ну, то есть это банальные такие примеры, если на столе лежит нож, вам кажется, что вы можете схватить этот нож и причинить какой-то вред себе, либо своим близким. И этот страх усиливается. Происходит такая мысленная жвачка, ну еще это называют руминацией, когда мысль начинает крутиться в вашей голове на повторе. И вы не можете никак от нее избавиться. То есть это тоже симптомы панической атаки. Странное ощущение в голове. То есть из-за всего того вот скачкообразного такого приступа в теле человека и в частности в голове происходят такие ощущения. Это как описывают, голова будто залита свинцом. Это описывают, как мозг будто находится в тисках, туман в голове, пелена перед глазами. И также еще такой можно отнести симптом, это как сдавленность шеи. То есть, например, это вот было у меня частое явление, что на фоне каких-то вот заболеваний с опорно-двигательным аппаратом, либо с какими-то искривлениями в вашем позвоночнике в теле, ваши мышцы находятся уже в разбалансировке. И где-то мышцы находятся у вас в расслабленном состоянии, в гипотонусе, а где-то мышцы находятся в гипертонусе. И, соответственно, вы и так чувствуете какие-то там, так сказать, напряжения в теле. А когда еще происходит приступ панической атаки, то мышцы, они, ну, уже мы говорили по этой аналогии, что давление повышается, мышцы напрягаются. И еще больше, там, где есть проблемные места, мышцы еще больше, так сказать, переходят в гипертонус. И, соответственно, человек такой ощущает скованность в каких-то частях тела. Ну, чаще всего это вот в шее, например. Описать такой симптом и сказать о нем, это как ком в горле, трудность глотания. То есть человека, как вот, например, проблема со вздохом, ну, выдохом, гипервентиляция, также он не может сглотнуть. Даже часто у людей появляется паническая атака, приступ происходит, когда, например, человек ест,
торопится, потому что у него мысли бегут быстрее, чем он думать успевает. И, соответственно, что-то вот внутри он чувствует, ощущает какие-то такие вот эмоции, выдает его ум от мыслей. И у человека происходит трудность глотания, ком в горле. То есть это потом и даже после приступов панической атаки остается такое ощущение, что человеку сложно глотать. И постоянный какой-то ком в горле. Можно отнести такие симптомы, как онемение языка, например. Человеку кажется, что у него как будто бы онемевший язык, хотя визуальный язык остается, ну, то есть таким, каким и был, нормальным. Вот. Также можно сюда отнести симптом такой, это ощущение, что человек задыхается будто бы, хотя уже ничего не происходит, все нормально, но вот такое ощущение, что я не могу вздохнуть полноценно. Различные боли, которые могут проявляться в любой части тела и иметь различную интенсивность. То есть неважно где, у каждого по-своему какие-то свои боли. Там, например, как синдром раздраженного кишечника. То есть человек постоянно испытывает какие-то боли в области живота, кишечника. И еще, если это повторяется очень часто, происходит, у него это все вытекает, переходит, так сказать, перетекает в ипохондрию, и у человека начинаются такие фобии, как канцерофобия, например. То есть человек думает, что он болен каким-то онкозаболеванием. У человека начинается депрессия. Ну, депрессия, конечно, тут мы не будем говорить о депрессии, потому что ее нужно диагностировать, но у человека после панических атак, такой симптом, я бы его отнес, такой после панической атаки симптомы, это астеническое состояние, астенический синдром. То есть это упадок сил, нежелание что-то делать, потому что все силы, они были мобилизованы именно в момент панической атаки. Соответственно, после организм хочет восстановиться. И логично, что у него нету на это сил продолжать какую-то нормальную рабочую деятельность. Поэтому такой вот астенический синдром присутствует. О самом приступе можно сказать, что приступ длится там 20-30 минут, грубо говоря, можно сказать, что он длится от 5 минут до 20, до 30 и от 30 до 2 часов. Это все зависит от человека, от его характера и как он реагирует на все эти вещи. Вот. После приступа панической атаки уже происходят такие отходники в кавычках. У человека, мы говорили, нету сил, синдром хронической усталости может сформироваться. Бессонница появляется, это головные боли. То есть, это не головные боли не из-за какого-то, например, органического поражения, а из-за вот этого перенесенного стресса. Затем человека могут по ночам беспокоить кошмары, это разбитость постоянная. Также здесь можно сказать об агрессии, злости, обиды, негативные мысли какие-то, переживания прошлого. То есть это уже не то, чтобы после панической атаки. Это, в принципе, то, что было у человека до панических атак. Это то, что сформировало его, такую вот личность невротическую. И уже организм в какой-то момент не выдержал и начал бить такие звоночки в виде панических атак. Но чаще всего человек, который находится в таком состоянии, то есть невроз это собирательный термин, туда входят такие понятия, как панические атаки, то есть может перетекать. У человека может быть панические атаки, затем, например, когда нет панических атак, у него тревожное расстройство и различные градации. То есть у каждого по-своему свой определенный набор таких расстройств. Поэтому это всего лишь следствие. То есть все эти состояния это следствие вашего, так сказать, в кавычках образа жизни. То, как вы привыкли жить, то, как вы формировались, то, какие ценности вы себе прививали и вам прививали. Все это уже привело к такому выходу, так внутреннего этого накопленного негатива у вас. Поэтому, хочу сказать, что с ума вы не сойдете, от панических атак еще никто не умирал, поэтому набирайте сил, работайте с собой, над собой, ищите хороших специалистов и будьте здоровы.